Друзья, гости и подписчики моего канала, всем привет! Сегодня с вами будем разбирать двигатель Lifan 190F 15 сил. История такова, что собирал я мотособаку, только собрал, только завел, все было идеально, покатались час, привез домой. На следующий день она постояла на холоде, я ее, что-то у нее были неполадки с запуском двигателя. И, в общем, завел я ее кое-как, вроде заработал, все нормально, но только нажал ручку газа, и пошел стук непонятный, такой металлический явный стук. Я буду периодически сейчас вставлять кусочки видео, чтобы для понимания, вот, то есть мы прокатились, вставлю. Вот этот работу мягкого звука сейчас, вот, то есть как он плохо заводился, как завелся. Сейчас вот ставлю. Надо подразогрелось. Либо сейчас, либо что. И буквально через минуту, вот, уже вот это видео я снял. Ну и что, теперь только остается разбирать этот двигатель, искать причину. На самом деле причин-то много. В общем, я вплоть уже собирался ехать покупать коленвал и шатун. Все говорило о нем. Но товарищ у меня Михаил более-менее такой, ну, на опыте, скажем так, с мотоциклами давно связанный и так далее. В общем, выяснили, что это нифига не шатун и не коленвал. Вот. В общем, причину в другом нашли. Сейчас все это видео расскажу и покажу. Смотрите, не переключайтесь. Считай, полностью мы не затянули еще. Вот, это мы поставили туда вот от герметика эти язычки от носика. Сейчас обратно ставим. Вот сейчас мы сняли, закрутили. И стук обратно идет. То есть дело сразу видно вниз. Так, движок мы разобрали. Он сильно стучал, как видно на видео. Искали долго причину. Сперва думали даже шатун, проверяли его путем, зажимали там и прокручивали коленвал, упирали, и он, в общем, не шевелился, как не стучал. Думали, все это он, вплоть даже думали вместе с коленвалом брать, но оказалась причина совершенно в другом месте. То есть вот этот распредвал ходит туда-сюда, туда-сюда. При оборотах, при вращании коленвала туда-сюда. Решили заменить, решили поставить как некую подкладку сюда, шайбу подобрать. Посмотрим, насколько это поможет. Есть у меня сомнения, конечно, но многие друзья, товарищи говорят, это все ерунда, что ее разъезд в масле, говорят, не разъедает абсолютно. Не знаю, время покажет. Все равно менять и крышку картера, и распредвал. А возможно, и не придется крышку картера менять. В общем, время покажет. Все. Сейчас мы закрутим крышку и путем вращения, дергания коленвала с обратной стороны все это дело проверим. Будет, не будет оно греметь, издавать звуки. Вот сейчас прокручиваем коленвал.
И как слышно, ничего нету, никаких звуков. Все тихо. Так, сейчас устанавливаем крышку, затягиваем. Приступим к регулировке клапанов. Клапана отрегулируем и будем пробовать заводить движок. В общем, сразу все не получается. Путем методом тыка, методом подбора шлифуем шайбу. Вот видно, в этом месте выработка была. То есть в идеале бы новая крышка картера нужна, но мы сейчас шайбу подберем, ставим ее сюда на распредвал, будем подтягивать, и как только появится нужный нам ход, мы скажем все, будем пробовать заводить. Заливаем масло и заводим. Вот движок запустили, шума нет никакого, работа стабильная, все нормально. Ну вот вроде вот так вот получилось. Что сказать, я не знаю, у меня один только вопрос, если кто знает или такой техник лютый, в комментариях напишите, как думаете, такой метод действенен или нет. Конечно, если эта шайба не поможет, я, наверное, куплю крышку картера, а возможно даже еще и распредвал сам поменяю, тоже новый куплю. Но, как многие люди, 50, в общем, лагерь разделился 50 на 50. Половина говорят, что он смазывается маслом и ничего ему не будет. Вплоть даже медные шайбы ставят, и то ничего, ерунда все полная, как бы, ну, спокойно работают. В общем, будем надеяться, что эта шайба поможет. Я не знаю, все посмотрю, проверю, как бы. Сегодня поеду еще покатаюсь. В субботу тоже поеду на покатушки с Михаилом, которым собирали мотособаку. Все время покажет, тест покажет, там видно будет. Если что, как бы, то есть беда небольшая, поменять только распредвал и крышку. На этом всем пока, всем счастливо, всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо.